Всем новогодний привет, друзья! 1 января мы встали с утра пораньше, собрали сумки и едем на Качан. Погнали! Качанге аншлаг, мест нет вообще в отелях. А это сплэш. На сегодня здесь мест нету, но может быть на завтра удастся нам забронировать. Вообще-то мы ехали именно сюда. Качанга. По поводу отелей на Новый год на этом острове кошмар. Они все забиты, весь Бангкок, видимо, весь Таиланд решил отмечать Новый год на Качанге. Пойдемте посмотрим на территорию отеля. Замечательный отель, очень большой. Есть номера как корпусные, вот такие 2 этажа, так и бунгало. Сейчас мы к ним пойдем, на пляжике они находятся. Хочу отметить, что по цене соотношение цены и качества в этом отеле просто идеальное. Находится он в такой лагуне, где можно купаться даже с детьми, и нету больших волн, и на каяках смело можно плавать. Благодаря тому, что здесь такой заливчик, и действительно хорошо отдыхать с самыми маленькими ребятишками. Здесь не глубоко. Сейчас, кстати, 7 часов утра, но индусы уже, видимо, просыпаются. Они такие интересные, все в саре, но это точно местные какие-то жители, в смысле они живут, наверное, здесь, потому что самолетов нету из Индии, и вообще она закрыта. Ну и, как всегда, завтрак в отеле – это особая церемония, да, которая нравится всем. Здесь готовят яички в специальной форме, омлетики заказывайте. Ну и сейчас покажу. Шведский стол достаточно неплохой, богатый. Вот такие красивые формочки. Значит, там омлетик. И посмотрим. Сосиски, рыбка жареная, салатик жареный. Вот это называется пача, это острая рыбка с кабачками. Не будем мешать. Кисло-сладкий салат с ананасами, перцем и курицей. Это супчик. 2 вида риса. Соусы
Так, арбузики, ананасики, салатики, напитки, которые можно брать на выбор, и горячий кофе. Вот к нему я как раз и иду. Так, а тут тостеры, тостики, масло, джем. Уже 8 часов, после завтрака мы идем прогуляться, и теперь, когда солнышко встало, окончательно все приобретает краски. Все становится ярче, красивее, голубее. Качеля вообще просто сумасшедшая, высокая. А это другой отель, рядышком с Коконат Бич находится. Тоже территория такая приличная. Песочек беленький, чистенький. Это сумасшедшая качеля, просто высокая вообще. Вот такая. Есть очень важных 3 правила у каждого тайца в жизни. Ух, как хорошо. Сейчас я. Так вот, санук, сабай и мэйпэнрай — это 3 правила, которым следует каждый таец в своей жизни. Санук — это когда хорошо для тела. Например, мы вчера ехали в минивэне, нам было весело, мы пели песни. Это был санук. Сабай — это то, что хорошо для души. Вот сейчас у меня сабай. Ну а мэйпэнрай — это когда все пофиг. То есть, что бы ни случилось, всегда мэйпэнрай. Так вот, поздравляю вас всех с Новым годом. Весь мир вчера загадал одно и то же желание. Надеюсь, что оно сбудется. И да пребудет с вами сила тайского санук сабая. Так, мы приехали на водопад Клонг Плу. Говорят, что сейчас воды не так уж и много, но тем не менее посмотрим. Водопадов здесь очень много. Качанг вообще весь просто, можно сказать, усыпан в водопадах. Есть деревня Слоников. Ну, мы, конечно, накатались в свое время уже и в Паттайе. А вообще, кстати, здесь очень дешево. Всего 50 бат катание на слонах. Итак, идти до водопада 500 метров, обзорная площадка 300 метров. Есть даже карта. Let's go, пойдем посмотрим. Вот называют непроходимые джунгли, потому что действительно, несмотря на то, что кажется, можно пройти, на самом деле, даже возле тропинки уже вот везде заросли, и только с мачете надо проходить. Хорошая зарядка по горам вверх, и мы видим этот прекрасный водопад. Ой, сколько рыбок! Все маленькие ходятся. Смотри. Смотри, ма. Ага, а вон большие рядышком с тобой.
Пойдемте на море, сходим? Не пойду на море. Оля, идем сюда.เนาะขึ้นไปก็ไม่ยากอะไรก็แค่ขึ้นไปแค่แดง มึงมาดิ เชื่อพี่ดำมันจะใจถูก ปล่อยทีปล่อยมือ ตั้งนกอยู่ตรงต้นไม้ไอ้กี้ เล็กเดียวเล็กเดียวเร็วเร็วโยกขวาโอเคเร็วเร็ว Фат.